Привет! Руины секты истинной мантры открывают угрозу, которая куда больше любого монстра. Само существование реальности оказывается под ударом. Во-первых, масштаб катастрофы поражает. Захватчики из Серого Царства пытаются пробить брешь прямо в ткань реальности, как трещина в стекле. Хань Ли понимает, если они завершат свое дело, речь идет уже не о судьбе отдельной секты, а о существовании самого мира. Во-вторых, самые сильные бойцы терпят сокрушительное поражение. Элитный отряд вступает в прямое столкновение с передовыми силами захватчиков, и их легендарное оружие плавится от вражеского огня, как воск от пламени духовной свечи. Единственный выход — отступление через магию пространства. Против этих врагов грубая сила не просто бесполезна, она смертельно опасна для того, кто на нее рассчитывает. И, наконец, сам дворец испытывает героев изнутри. Попав в древнюю формацию, Хань Ли теряет одно чувство за другим, пока разум не оказывается в абсолютной пустоте, убежденный, что тело медленно умирает. Никаких врагов снаружи, только собственный разум как главная ловушка. Лишь колоссальная воля к жизни не дает ему сломаться. Враги за спиной, иллюзия смерти позади, главные тайны прямо за порогом. А теперь слушаем дальше. Глава 668. Могущественные сокровища. Услышав это, Хань Ли слегка растерялся, а затем провел быстрый внутренний осмотр, после чего на его лице появилось радостное выражение. И действительно, его духовное чувство усилилось примерно на 50%, и даже 5-й уровень его техники духовного очищения был на грани прорыва. Вдобавок ко всему, благодаря лишению чувств, которое он пережил, он также лучше понял свой домен мантры. Однако, сейчас было не время сосредотачиваться на совершенствовании, поэтому Хань Ли быстро снова обратил свое внимание на лазурный зал перед собой. Зал был не очень большим, всего около 300 метров, и он был совершенно пуст, за исключением 4 каменных столбов, по одному в каждом углу. Однако, в дальнем конце зала был темный проход, который, по-видимому, вел куда-то глубже. «Как долго я был без сознания?» — спросил Хань Ли, повернувшись к бессмертному владыке Пылающее Пламя. «Недолго, может быть, минут 15», — ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Хань Ли, кивнув, связался с Даосом Се через их духовную связь. «Брат Се, он делал что-нибудь странное, пока я был без сознания». Хотя он и доверял бессмертному владыке Пылающее Пламя, как союзнику, все же лучше было перестраховаться. «Нет, он просто осматривал окрестности», — с помощью голосовой передачи ответил Даос Се. Хань Ли, услышав это, почувствовал себя очень уверенно, и он сказал бессмертному владыке Пылающее Пламя: «Прошу прощения за задержку, товарищ Даос Пылающее Пламя. Давайте продолжим путь». Бессмертный владыка Пылающее Пламя, естественно, не стал возражать. Если бы ему не пришлось оставаться, чтобы присмотреть за Хань Ли, он бы уже давно продолжил свой путь. С этим они вдвоем вошли в проход впереди, и свет здесь тоже был довольно тусклым, но никаких ограничений не было. Проход был не очень прямым, но и не очень длинным, и вскоре они вдвоем добрались до его конца, где наткнулись на белую дверь света. Изнутри двери света доносились звуки битвы, и, конечно же, кто-то уже добрался сюда раньше них. Хань Ли и бессмертный владыка Пылающее Пламя обменялись взглядами, а затем, скрывшись, тайком влетели в дверь света. Сразу же после этого они оказались в огромном зале размером более 3 километров, который был совершенно пуст, за исключением 2 рядов белых каменных столбов по обе стороны от зала. В этот момент в зале 5 фигур были заперты в ожесточенной битве, из-за чего все вокруг сильно дрожало и грохотало. Однако, зал был построен из какого-то невероятно прочного материала, и, несмотря на интенсивность битвы, которая в нем происходила, он оставался практически невредимым. Когда Хань Ли обвел взглядом 5 фигур, он заметил несколько знакомых лиц. 5 фигур были разделены на 2 противоборствующие группы, одна из которых состояла из 2 человек, среди которых был никто иной, как Лис Три. К нему присоединилась женщина с синей кожей в синем плаще, с вьющимися зелеными волосами. Когда она двигалась, ее тело извивалось, как у соблазнительной змеи, из-за чего от нее невозможно было отвести глаз. Противостоящая группа состояла из 3 человек, 2 из которых Хань Ли смог опознать, как Сулю и Ган Шутиня, а последним из 3 был невероятно мускулистый и внушительный мужчина с парой больших золотых колец, свисающих из его ушей. Хань Ли спрятался за каменным столбом, и бессмертный владыка Пылающее Пламя сделал то же самое. Лис Три и женщина с синей кожей явно уступали, но, похоже, они все равно не собирались в ближайшее время проигрывать, поэтому Хань Ли и бессмертный владыка Пылающее Пламя решили пока спрятаться и просто понаблюдать.
Из 5 бойцов Хань Ли не узнал ни женщину с синей кожей, ни внушительного мужчину, но он узнал синий плащ, который был на женщине. Это был тот же плащ, что и у члена Ордена Смены Облика, которого он убил ранее, поэтому, скорее всего, она тоже была из этого ордена. Что касается внушительного мужчины, то он был не в той золотой мантии, которую обычно носили культиваторы Небесного Двора, но некоторые из аксессуаров на его теле имели символы Небесного Двора, и это ясно указывало на то, откуда он прибыл. Хань Ли немного понаблюдал за битвой, а затем заглянул вглубь зала и увидел, что в самом его конце находилась платформа, похожая на алтарь. Платформа была окутана черно-белым светом, образовавшим круглую формацию размером в несколько десятков метров, и она напоминала миниатюрную версию формации «Пыль неба и земли» за пределами Дворца Истинной Мантры. Черный и белый свет внутри формации переплетались друг с другом, образуя символ инь и ян, а на глазу каждая половина символа инь и ян были золотая пластина и серебряная лютня, по-видимому, являвшиеся ядром формации. На поверхности золотой пластины была серия узоров, а в ее центре был выступ размером с большой палец, из которого торчала золотая игла, которая медленно вращалась. Пластина мерцала золотым светом и излучала всплески колебаний силы закона времени, указывая на то, что это бессмертное сокровище с атрибутом времени. Более того, колебания силы закона времени, которые она излучала, были гораздо сильнее, чем у любого из бессмертных сокровищ Хань Ли с атрибутом времени. Что касается серебряной лютни, то она ярко светилась серебряным светом и тоже излучала грозные колебания силы закона, за исключением того, что эти колебания силы закона были пространственного атрибута. Кроме этого, над формацией также парил Тхваджа, и над Тхваджи, который был разделен на 5 уровней, каждый из которых был разного цвета, было выгравировано бесчисленное множество рун. Сверху вниз цветами уровней были золотой, зеленый, синий, багровый и желтый. Огни 5 цветов переплелись, образовав писание, которое излучало 5 различных типов сил закона времени, 3 из которых были очень хорошо знакомы Хань Ли, поскольку они были идентичны аурам писания Оси мантры, искусства водного предсказания времени и священного писания иллюзорной зари. Однако колебания силы закона времени, испускаемые Тхваджей, были гораздо глубже, чем силы закона времени, которые он совершенствовал. Тхваджа была окутана слабым пятицветным световым барьером, который также охватывал формацию «Пыль неба и земли», золотую пластину и серебряную лютню. 2 сокровища излучали золотое и серебряное сияние, которые совершенно не конфликтовали с пятицветным световым барьером. Вместо этого между ними существовало какое-то тонкое равновесие. Как раз в этот момент Хань Ли что-то почувствовал, и он, посмотрев на бессмертного владыку Пылающее Пламя, обнаружил, что тот пристально смотрит на 3 сокровища в глубине зала, особенно на Тхваджу. Он был так взволнован, что даже его дыхание стало немного затрудненным, и Хань Ли тут же пришло в голову, что, возможно, этот Тхваджа как-то связано с мантрой Великой Пятиэлементной иллюзии. Проблема была в том, что бессмертный владыка Пылающее Пламя был настолько взволнован, что, казалось, не мог сдержать свои эмоции, и Хань Ли как раз собирался напомнить ему, чтобы он не забывал скрываться, как вдруг раздался громкий рев. «Кто там прячется? Выходи!» Сразу же после этого красная проекция меча ударила по тому месту, где прятались Хань Ли и бессмертный владыка Пылающее Пламя, и каменные столбы, за которыми они прятались, были мгновенно разорваны надвое. Хань Ли поспешно отскочил в сторону, чтобы уклониться, а бессмертный владыка Пылающее Пламя тоже очнулся от своих мечтаний, прежде чем отскочить в сторону. В результате они оба оказались на виду, и они увидели, как Ган Шутян, держа в руках огромный меч, вокруг которого кружилось обжигающее пламя, злобно смотрит на них издалека. Так это всего лишь пара жалких насекомых на стадии золотого бессмертного. Вы двое, должно быть, смерти ищете, раз пришли сюда. Усмехнулся Ган Шутян. Сразу же после этого его гигантский меч выскользнул из его руки, а затем увеличился в размерах до более чем 300 метров, и над ним появилась огромная багровая проекция дракона, которая с грозной силой обрушилась на Хань Ли и бессмертного владыку Пылающее Пламя. Еще до того, как меч настиг их, Хань Ли и бессмертный владыка Пылающее Пламя уже почувствовали, как на них обрушивается невероятно обжигающая аура. Казалось, будто все пространство в радиусе более 300 метров было зажжено, и оно начало сильно дрожать и искривляться. Хань Ли тут же взмахнул обоими рукавами, чтобы выпустить 9 лазурных летающих мечей, которые слились в один, образовав один огромный меч, над поверхностью которого сверкали толстые дуги золотых молний. Лазурный свет, исходящий от меча, был настолько ярким, что даже обжигающее пламя, падающее сверху, не смогло его затмить. По велению Хань Ли огромный лазурный меч взмыл в воздух, и 2 огромных меча столкнулись с оглушительным лязгом, от которого окружающее пространство задрожало и раскололось. Огненный меч был мгновенно остановлен, и на лице Ган Шутяна появилось недоверчивое выражение. Он явно не ожидал, что простой золотой бессмертный сможет выдержать его атаку. Хань Ли воспользовался этим моментом, чтобы схватить бессмертного владыку Пылающее Пламя, и они вдвоем во вспышке золотой молнии исчезли, прежде чем снова появиться у входа в зал.
В то же время гигантский лазурный меч немного отбросил огненный меч, а затем вернулся к Хань Ли. Ган Шутян с холодным выражением лица повернулся к Хань Ли, но не стал сразу же атаковать, поскольку 4 других бойцов в зале тоже прекратили сражаться, и Ли с 3 женщины синей кожей подошли к Хань Ли и бессмертному владыке Пылающее Пламя. Лицо Ли Са-3 было немного бледным, но на нем было радостное выражение, когда он с помощью голосовой передачи сказал Хань Ли и бессмертному владыке Пылающее Пламя: «Вы, наконец, здесь, товарищи даосы. Нельзя терять время. Эти 3 предмета на том алтаре — все невероятно могущественные сокровища. В частности, Тадхваджа, скорее всего, содержит мантру Великой Пятиэлементной иллюзии, главное искусство совершенствования секты истинной мантры, поэтому мы ни за что не можем позволить им попасть в руки Небесного Двора». Несмотря на то, что Хань Ли уже догадался, что в Тхвадже может быть мантра Великой Пятиэлементной иллюзии, он, услышав подтверждение от Ли Са-3, все равно был в восторге и тут же ответил: «Будьте уверены, товарищ Даос Лис, мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам». Напротив, бессмертный владыка Пылающее Пламя, услышав это, слегка нахмурился. Глава 687. Договоримся. Хань Ли заметил легкое изменение в выражении лица бессмертного владыки Пылающее Пламя и, обратившись к нему с помощью голосовой передачи, спросил: «Мы можем доверять Ли Су-3? Мантра Великой Пятиэлементной иллюзии действительно находится в той Тхвадже». Бессмертный владыка Пылающее Пламя на мгновение замялся, а затем, стиснув зубы, ответил с помощью голосовой передачи: «Та Тхваджа когда-то была ценным бессмертным сокровищем Патриарха Мира, и она действительно содержит мантру Великой Пятиэлементной иллюзии. Пожалуйста, помогите мне заполучить это сокровище, и, как только вы это сделаете, я прошу только мантру Великой Пятиэлементной иллюзии. Можете оставить себе Тхваджу». «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещал Хань Ли. Женщина с синей кожей была в немного лучшем состоянии, чем Ли С-3, и она взглянула на Хань Ли и бессмертного владыку Пылающее Пламя, но, почувствовав, что они всего лишь пара золотых бессмертных, тут же потеряла к ним интерес. Кстати, это небесная дева Бише из Ордена Смены Облика. Она сейчас сражается вместе с нами против этих культиваторов Небесного Двора, объяснил Ли С-3. Хань Ли и бессмертный владыка Пылающее Пламя поприветствовали женщину с синей кожей, но она полностью проигнорировала их, приняв синюю пилюлю. Увидев равнодушие Бише, на лице Ли Са-3 появилось немного неловкое выражение, и он с помощью голосовой передачи объяснил Хань Ли и бессмертному владыке Пылающее Пламя: «Пожалуйста, не обижайтесь, товарищи даосы. Небесная дева Бише из расы морских демонов, поэтому она немного враждебно относится к нам, культиваторам-людям. Орден Смены Облика был дочерней организацией Дворца Реинкарнации, но это не давало ему никакой власти над Бише. Вдобавок ко всему, она была культиватором на поздней стадии высшего зенита, поэтому ему, безусловно, не стоило ее злить». Сказав это, ему нужно было убедиться, что Хань Ли и бессмертный владыка Пылающее Пламя тоже довольны. В частности, несмотря на то, что Хань Ли был всего лишь золотым бессмертным, Ли С-3 не мог избавиться от ощущения, что в нем есть что-то непостижимое. Хань Ли, естественно, не стал бы обижаться из-за такой мелочи, и он заверил Ли Су-3, что не против. «Товарищ Даосли, как только мы вошли в эти руины, нас тут же разделило, поэтому у меня не было возможности рассказать вам о вашем задании Дворца Реинкарнации. Ваше задание — помочь мне заполучить ту Тхваджу и мантру Великой Пятиэлементной иллюзии, которая в ней находится», — сказал Ли С-3. Услышав это, сердце Хань Ли слегка дрогнуло, и он с помощью голосовой передачи тут же ответил: «Будьте уверены, товарищ Даос Лис, я сделаю все, что в моих силах». В этот момент он уже пообещал и бессмертному владыке Пылающее Пламя, и Ли Су-3, что поможет им заполучить мантру Великой Пятиэлементной иллюзии. Что касается того, кому именно он в конечном итоге поможет, то ему придется решить, исходя из обстоятельств. Бессмертный владыка Пылающее Пламя слегка дернулся, и он посмотрел на Хань Ли и Ли Са-3. Пока Хань Ли и остальные разговаривали, 3 культиватора Небесного Двора тоже с помощью голосовой передачи общались друг с другом. «Чем дольше мы будем тянуть, тем больше вероятность того, что что-то пойдет не так, поэтому давайте больше не будем сдерживаться», — мрачным голосом сказал Чиронг. «Кто бы говорил? Из нас 3 именно ты больше всех сдерживаешься». «Не думай, что я не знаю, кто ты такой», — усмехнулся Сулю. Чиронг, услышав это, слегка содрогнулся, и в его глазах появился холодный блеск жажды убийства, но Сулю лишь спокойно и совершенно бесстрашно посмотрел на него. Ган Шутян, услышав это, с любопытством посмотрел на Чиронга, но затем тут же отвел взгляд. Чиронг сделал глубокий вдох, и холодное выражение на его лице исчезло, когда он сказал: «Сейчас не время для споров. Я предлагаю сначала убить этих 4, а потом уже все обсуждать. Кто-нибудь против?» «Я не против»,
ответил Сулю, не высказав никаких возражений. Хорошо, в таком случае я возьму на себя Бише. Сулю, ты займись Лисом 3, а ты, Ганшутян, разберись с этими двумя золотыми бессмертными, распорядился Чиронг. Сулю и Ганшутян снова не стали возражать. Как раз в тот момент, когда они собирались начать действовать, бессмертный владыка Пылающее Пламя внезапно вышел вперед и сказал: «Подождите, товарищи даосы, я хочу кое-что сказать». Троица Чиронга, услышав это, с удивлением переглянулась, и Ханьли с остальными тоже были весьма удивлены, увидев это. По дороге сюда на меня и товарища Даосали напали серые бессмертные, и их было довольно много. Вдобавок ко всему, они также установили здесь межмировую телепортационную формацию и, скорее всего, тоже охотятся за сокровищами. Есть очень большой шанс, что они скоро будут здесь. Серые бессмертные — заклятые враги всего царства истинных бессмертных, поэтому давайте пока отложим в сторону наши разногласия и вместе уничтожим серых бессмертных, когда они появятся, а уже после этого будем драться за эти сокровища, предложил бессмертный владыка Пылающее Пламя, предлагая перемирие. Все, за исключением Ханьли, были очень удивлены, услышав это. Серые бессмертные. Это правда. С озадаченным выражением лица спросил Лис 3. Именно так. Как я уже сказал, со мной был товарищ Даосли, и он тоже сражался с серыми бессмертными, ответил бессмертный владыка Пылающее Пламя, повернувшись к Ханьли. Я могу подтвердить слова товарища Даоса Пылающее Пламя, кивнув, подтвердил Ханьли. Несмотря на это, он был немного озадачен, задаваясь вопросом, почему бессмертный владыка Пылающее Пламя внезапно об этом упомянул. Неужели он действительно думал, что этого будет достаточно, чтобы добиться перемирия? На лице Лиса 3 появилось мрачное выражение, и он, казалось, задумался, а брови Бише тоже слегка нахмурились. Чиронг, Сулю и Ганшутян обменялись взглядами, после чего все трое одновременно бросились на Ханьли и остальных. Наверняка ты мог придумать более убедительную отговорку, чтобы выиграть время. Усмехнулся Ганшутян, когда из его гигантского меча, из-за чего тот стал похож на огненного дракона, вырвалось обжигающее пламя, и он с гораздо большей силой, чем раньше, обрушился на Ханьли и бессмертного владыку Пылающее Пламя. Сулю тоже поднял руку, когда из его тела вырвались невероятно толстые разряды пятицветной молнии, которые затем сошлись, образовав двух пятицветных молниеносных питонов, каждый из которых был более 30 метров в длину. Молниеносные питоны, взлетев в воздух, бросились на Лиса 3. В то же время Чиронг открыл рот, чтобы выпустить огненно-багровое облако, которое беспрестанно грохотало и бурлило. Из огненного облака на Бише посыпались огненные шары, и было ясно, что эти трое совершенно не поверили бессмертному владыке Пылающее Пламя. Ханьли и остальные тоже тут же пришли в движение, а бессмертный владыка Пылающее Пламя отступил, призвав свой багровый веер, которым он с силой взмахнул. Из веера вырвался багровый столб огня, который взметнулся в небо, и в то же время он открыл рот, чтобы выпустить светящийся лазурный талисман, который в мгновение ока исчез в столбе огня. Талисман тут же рассыпался, превратившись в лазурный торнадо, который слился со столбом багрового пламени, который мгновенно увеличился в толщину до более чем 30 метров и с грохотом устремился к гигантскому огненному мечу. На лице Ганшутяня, когда он сделал ручную печать, появилась холодная улыбка, и пламя вокруг его гигантского меча приняло форму головы огненного дракона, прежде чем он резко вдохнул. Гигантский столб огня тут же был затянут в пасть дракона, в мгновение ока исчезнув. Выражение лица бессмертного владыки Пылающее Пламя резко изменилось, увидев это, но, прежде чем он успел что-либо сделать, гигантский огненный меч наверху уже обрушился на него, окутав все его тело вспышкой обжигающего жара. Он почувствовал, как будто на него давит гигантская гора, и все его движения стали очень медленными и вялыми. Под действием обжигающего жара его лицо мгновенно покраснело, и ему показалось, будто он вот-вот загорится. Как раз в этот момент перед огненным мечом Ганшутяня появился гигантский лазурный меч, и два меча с оглушительным лязгом столкнулись, и огненный меч снова был остановлен. Сразу же после этого сзади выстрелила вспышка лазурного света, которая окутала тело бессмертного владыки Пылающее Пламя, прежде чем в мгновение ока оттащить его более чем на 300 метров назад. Затем перед бессмертным владыкой Пылающее Пламя появился Ханьли, но Ганшутян, увидев, что его атаку пресекли, не только не был разъярен, но и на его лице появилась легкая улыбка, словно его зловещий план только что сработал. Голова дракона на огненном мече открыла пасть, чтобы выпустить 10 вспышек багрового пламени, в каждой из которых был большой багровый флаг. Вокруг всех флагов кружилось пламя, образуя бесчисленных огненных воронов, питонов, тигров и другие огненные проекции, от которых исходил невероятный жар. 10 огненных флагов тут же образовали огненную клетку, которая поймала в ловушку гигантский лазурный меч, и связь Ханьли со своими зелеными бамбуковыми мечами облачного роя мгновенно значительно ослабла.
Его выражение лица слегка изменилось, когда он поспешно попытался призвать меч обратно к себе, но, несмотря на его яростные попытки, гигантский лазурный меч не смог вырваться из огненной клетки. «Посмотрим, как ты справишься без своего маленького меча». Усмехнулся Ган Шутян, когда из его головы вырвалось огромное пространство багрового пламени, которое хлынуло в гигантский огненный меч наверху. Пламя вокруг огненного меча еще больше усилилось, но, вместо того, чтобы снова обрушиться вниз, на его поверхности начал появляться шар ослепительного белого света. Шар белого света выстрелил из кончика меча, и изначально он был размером с чашу, но затем быстро раздулся до нескольких десятков метров в диаметре, прежде чем, словно астероид, обрушиться на Хань Ли. Вокруг огненного шара кружилось невероятно чистое и прозрачное белое пламя, и все пространство на его пути сильно искривлялось и скручивалось. Это белое пламя было способно сжигать само пространство, и, что еще хуже, по велению Ган Шутяня, из огненного меча выстрелило еще 6 или 7 таких же, и все они один за другим обрушились на Хань Ли. Внезапно Хань Ли оказался в окружении, и ему было некуда бежать. Глава 688. Возвращая должок. На лице Хань Ли появилось серьезное выражение, когда он поднял руку, чтобы выпустить небольшой синий щит, который увеличился примерно до 20 метров в размере, а затем превратился в синий водный барьер. Над водным барьером появилась проекция бурной реки, и она испускала всплески громоподобного грохота и бурления. Раздалась серия оглушительных грохотов, когда белые огненные шары один за другим ударили по синему водному барьеру, отправив во все стороны волны синего и белого света. Синий водный барьер сильно задрожал, и на его поверхности появилось несколько вихрей, но в мгновение ока он вернулся в свое первоначальное состояние. Увидев это, Ган Шутян слегка изменился в лице. Тем временем Хань Ли сделал ручную печать, и его гигантский лазурный меч разделился обратно на 9 маленьких мечей, которые, словно потеряв всю свою силу, упали с неба. Сразу же после этого из его рукавов вылетело еще 9 лазурных мечей, которые быстро устремились к Ган Шутяню. В этот момент бессмертный владыка Пылающее Пламя тоже получил возможность перевести дух, и он, прочитав заклинание, заставил на поверхности своего веера появиться ряд багровых рун, прежде чем он силой взмахнул им в сторону Ган Шутяня. Из веера вырвались 9 вспышек пламени разных цветов, и все пламя сошлось, образовав гигантского огненного феникса, который был около 300 метров в размере, и за ним тянулись 9 длинных хвостовых перьев. Феникс расправил крылья, прежде чем с грозной силой броситься на Ган Шутяня, и Ган Шутян, увидев это, слегка помрачнел, когда он призвал свой гигантский меч обратно в руку, прежде чем яростно взмахнуть им в воздухе. Бесчисленное множество толстых полос огненной ци меча вырвались наружу, образовав огромную огненную сеть, которая поглотила огненного феникса, после чего раздалась серия оглушительных грохотов. Пока Хань Ли сражался с Ган Шутянем, он время от времени поглядывал на Лиса 3 и Бише, которые сражались с Сулю и Чиронгом, соответственно, и оба они явно уступали. В этот момент вокруг Сулю потрескивали дуги пятицветной молнии, и он мог по своему желанию создавать огромные молниеносные копья. В то же время над его головой кружило около дюжины грозных молниеносных мечей, образуя формацию молниеносных мечей, которая защищала его со всех сторон. Перед лицом всеобъемлющего шквала пятицветных молниеносных копий иллюзорные силы закона Лиса 3 были полностью подавлены, и он мог лишь пассивно уклоняться от приближающихся атак с помощью своих техник движения и того своего пространственного сокровища. Однако, это пространственное сокровище было действительно необычайным, и оно, по-видимому, всегда могло в последний момент спасти его от смертельных атак, поэтому Сулю пока не мог его убить. Что касается Бише, то против Чиронга она вообще никак не могла справиться. Вокруг нее вращалось 8 синих сфер размером с мельничный жернов, все из которых светились синим светом, излучали грозную ледяную ци, а синий свет, испускаемый 8 сферами, соединился, чтобы создать полупрозрачный синий световой барьер. Однако синий световой барьер был окутан морем багрового пламени, и внутри него танцевал огненный дракон. Из моря пламени исходил неописуемый жар, который, казалось, мог зажечь окружающее пространство. Волны багрового пламени яростно обрушивались на синий световой барьер, из-за чего тот начал быстро плавиться. Бише, отчаянно складывая ручные печати, изо всех сил пыталась поддерживать синий световой барьер, и внезапно из макушки ее головы вырвалась вспышка синего света, которая затем превратилась в огромную синюю проекцию змея размером около 300 метров. У змея была плоская голова, и все его тело было покрыто слоем белой чешуи. На его спине росло множество синих ледяных шипов, и он излучал невероятно свирепую ледяную ауру. Как только появилась проекция змея, она тут же открыла пасть, чтобы выпустить всплески синей ледяной ци, которая слилась с синим световым барьером, который тут же значительно посветлел, прежде чем вернулся в свое первоначальное, неповрежденное состояние. Чиронг, увидев это, слегка нахмурился, и он, взглянув на 2 другие битвы, еще больше разочаровался, поскольку видел, что ни Ган Шутян, ни Сулю не смогли быстро победить своих противников.
В его глазах мелькнул красный свет, когда он сложил ручную печать, и пламя вокруг его тела быстро распространилось наружу, в мгновение ока заполнив весь зал, образовав огромный огненный духовный домен, который окутал всех. Сразу же после этого все пламя внутри духовного домена сошлось над его головой, мгновенно образовав мерцающий багровый колокол. Колокол был очень древнего вида, и казалось, что он был выкован из огненной меди. На нем были выгравированы различные рисунки, такие как горы, реки и небесные тела, а также множество извивающихся червеобразных рун. Хань Ли, увидев багровый колокол, слегка дрогнул. Колокол не только излучал невероятно властную огненную ауру, но и эта огненная аура была также перемешана с невероятно мощными колебаниями силы закона времени. Чиронг поднял руку, прежде чем силой опустить ее на багровый колокол, издав мелодичный звон, который, казалось, мог пронзить душу человека. Как только Хань Ли услышал этот звон, он тут же почувствовал, что стал гораздо медленнее, и даже его 9 зеленых бамбуковых мечей облачного роя замедлились в 10 раз. Бессмертный владыка Пылающее Пламя, Ли Стри и Бише тоже пострадали. Их движения стали гораздо медленнее, чем раньше, но Ган Шутян, Сулю и сам Чиронг не пострадали. Чиронг сложил ручную печать, и пламя внутри духовного домена снова сошлось, образовав 8 огненных драконов, которые в мгновение ока появились вокруг синего светового барьера. Огненный дракон, который бродил по морю огня, тоже появился, и все 9 огненных драконов, окружив Бише, одновременно издали рев, от которого весь зал сильно задрожал. «Вперед!» — крикнул Чиронг, и 9 огненных драконов одновременно спикировали вниз, врезавшись в синий световой барьер, который тут же рассыпался, после чего 9 огненных драконов с невероятной силой обрушились на Бише. Бише попыталась уклониться, но, будучи замедленной, она не смогла увернуться от атаки. В результате ее отбросило назад, и она, подобно падающему астероиду, врезалась в стену, образовав огромный кратер, внутри которого все еще можно было увидеть, как бурлит обжигающее пламя. Почти в тот же момент Сулю начал быстро складывать ручные печати, и молниеносные мечи над его головой тут же увеличились в размерах более чем в 100 раз, когда все их кончики повернулись вперед. Затем из его тела вырвалось огромное пространство пятицветной молнии, прежде чем слиться с молниеносными мечами, которые тут же стали полупрозрачными. Затем Сулю поднял руку, прежде чем силой опустить ее на Лиса 3, и десяток или около того гигантских молниеносных мечей над его головой в мгновение ока исчезли, чтобы в следующее мгновение снова появиться рядом с Лисом 3. На лице Лиса 3, увидевшего это, появилось встревоженное выражение, когда из его межбровья выстрелило несколько полупрозрачных цепей, которые устремились к гигантским молниеносным мечам, и в то же время он попытался сбежать от атаки, но он был гораздо медленнее Сулю. Раздался оглушительный грохот, когда огромный взрыв пятицветной молнии поглотил все тело Лиса 3. Внутри шара света мелькали огромные полосы меча, перемешанные с пятицветной молнией, которые излучали ослепительный свет. С другой стороны, Ган Шутян, увидев, что Хань Ли и бессмертный владыка Пылающее Пламя внезапно стали такими медленными, был в восторге, и тут же бросился, чтобы убить их. Он издал громкий рев, когда гигантский огненный меч в его руке выстрелил в воздух, а затем внезапно исчез, прежде чем превратиться в 2 полосы огненной меча, каждая из которых была 100 метров в длину. Над 2 полосами меча мерцало бесчисленное множество крошечных рун, излучая невероятно грозные колебания силы закона огня. Как только появились 2 полосы огненной ци, они тут же исчезли в воздухе. В следующее мгновение, во вспышке пространственных колебаний, 2 полосы меча появились за спинами Хань Ли и бессмертного владыки Пылающее Пламя, прежде чем устремиться к ним. Хань Ли и бессмертный владыка Пылающее Пламя, увидев это, были сильно встревожены, но в своем нынешнем состоянии они были слишком медленны, чтобы уклониться от приближающихся полос меча. Глаза Ган Шутяня засияли, и он уже представлял себе, как обезглавит Хань Ли и бессмертного владыку Пылающее Пламя, но как раз в этот момент за спиной Хань Ли внезапно появилось золотое колесо. Колесо быстро вращалось, и медлительное тело Хань Ли внезапно стало невероятно быстрым и ловким. Он быстро взмахнул обоими рукавами, и синий водный барьер перед ним мгновенно отскочил назад, оказавшись за его спиной. В то же время водный барьер расширился на несколько километров, чтобы защитить и бессмертного владыку Пылающее Пламя. Раздались 2 оглушительных удара, когда 2 полосы меча одновременно ударили по водному барьеру, и вспышки багрового пламени и меча яростно обрушились на водный барьер, заставив его беспрестанно дрожать, но он смог сдержать приближающиеся атаки. Увидев это, радость в глазах Ган Шутяня мгновенно исчезла, а затем сменилась недоверием. Хань Ли, бросив взгляд на Лиса 3 и Бише, тут же сделал ручную печать, после чего его духовный домен тоже был высвобожден, в мгновение ока окутав весь зал. Оказавшись в духовном домене времени, Хань Ли, Сулю, Чиронг и Ган Шутян тоже значительно замедлились, до такой степени, что они стали даже немного медленнее Хань Ли и его союзников. Бессмертный владыка Пылающее Пламя, увидев окружающий золотой духовный домен, с ошеломленным выражением лица замер, а Сулю и Чиронг были поражены.
Это духовный домен времени. Невозможно. Глава 689. Разоблачение. Бише сначала застыла, почувствовав, как Хань Ли высвободил свой духовный домен, а затем на ее лице появилось восторженное выражение, и она тут же выстрелила из кратера в стене, в мгновение оказавшись в нескольких километрах отсюда. В этот момент мягкие синие доспехи, которые на ней были надеты, были сильно повреждены, обнажив большую часть кожи под ними, которая была покрыта слоем тонкой синей чешуи, многие из которых тоже были разбиты, из-за чего она обильно кровоточила. Она, поспешно проглотив пилюлю и посмотрев на Хань Ли, слегка нахмурилась. В то же время из огромного пространства пятицветной молнии в зале выстрелила фигура, и это был никто иной, как Ли Стри. Его одежда была изорвана в клочья, а тело покрыто следами ожогов, что представляло собой довольно жалкое зрелище, но его аура все еще была довольно стабильной, и, очевидно, он был в гораздо лучшем состоянии, чем Бише. «Я твой должник, товарищ Даосли. Если мы выберемся отсюда живыми, я буду 3 дня угощать тебя всем вином, которое ты только сможешь выпить». Усмехнулся Ли Стри, достав зеленый талисман, который тут же приложил к своему телу, и раны, которые он получил, немедленно начали быстро заживать. Чиронг и Сулю, естественно, не собирались просто стоять и смотреть, как Ли Стри и Бише восстанавливаются, и они тут же бросились в погоню. Бише и Ли Стри сейчас были немного быстрее, чем Чиронг и Сулю, но в зале было недостаточно места для маневров, поэтому им не оставалось ничего другого, как снова вступить с ними в бой. Тем временем Ган Шутян, с вновь обретенным негодованием в глазах, пристально посмотрел на Хань Ли, и Хань Ли, увидев это, внутренне вздохнул. И действительно, Ган Шутян внезапно проревел: «Ты Ли Фэюй». Хань Ли не удивился, что его личность раскрыта. Он был вынужден высвободить свой духовный домен времени, и, поскольку здесь присутствовали 2 бессмертных посланника, неудивительно, что его узнали. Он не хотел раскрывать свой духовный домен времени именно из-за этого, но у него не было выбора, учитывая, что все его союзники были в большой опасности. «Я так и знал, что это ты. Все думали, что Змей-3 убил Ган Шу Цзю, но я знаю, что истинный виновник — ты. Не думал, что ты посмеешь прийти в регион бессмертных Черной Земли. Ты что, думаешь, что можешь ходить, где захочешь, только потому, что немного освоил закон времени?» Со злостью усмехнулся Ган Шутян. «Есть бесчисленное множество людей, которые хотят меня убить, ты ничем не отличаешься от них. Оставьте его мне, и идите помогите небесной деве Бише, товарищ Даос Пылающее Пламя», с легкой улыбкой сказал Хань Ли. Бессмертный владыка Пылающее Пламя, услышав это, открыл рот, чтобы что-то ответить, но в конце концов промолчал, полетев к Бише. Ган Шутян, услышав это вопиющее неуважение, еще больше рассвирепел и проревел: «Ты пожалеешь о своей наглости». В то же время из его тела вырвался сияющий багровый свет, который, пронесясь во всех направлениях, образовал огненный духовный домен, который в мгновение охватил весь зал. Сразу же после этого все пламя в духовном домене сошлось, образовав огненного гиганта ростом более 300 метров, и все его тело излучало грозные колебания силы закона огня. Оказавшись в огненном духовном домене, Хань Ли почувствовал, как окружающий воздух сжимается, а температура резко подскочила. Он почувствовал себя так, как будто его бросили в раскаленную печь, из-за чего ему стало практически невозможно дышать. Однако, затем над его телом появился слой серебряного пламени, и окружающий жар тут же исчез, после чего он начал отступать. Ган Шутян, увидев, что Хань Ли совершенно не пострадал от его духовного домена, был озадачен и сказал: «Тебе не уйти». Говоря это, он сложил ручную печать, и пламя на поверхности огненного гиганта взметнулось вверх, когда тот поднял руку высоко над головой, а затем опустил на Хань Ли гигантский кулак. Огромный кулак оставлял после себя серию длинных пространственных разломов, и, еще до того, как он прибыл, Хань Ли почувствовал удушающее давление, которое, казалось, могло полностью его обездвижить. Однако он сохранял спокойствие и хладнокровие, быстро складывая ручные печати, и синий водный барьер перед ним быстро сжался, образовав стену воды толщиной около метра. На стене воды снова появилась проекция реки, но она текла гораздо медленнее, чем раньше, а синий свет, исходящий от нее, тоже был немного тусклым. Хань Ли знал, что сила щита значительно снизилась из-за грозной силы закона огня, которая заполняла все это пространство. Водяная стена только-только приняла форму, как огненный кулак с сокрушительной силой врезался в нее, и во все стороны вырвался красный и синий свет, а также клубы белого дыма. Проекция реки внутри водяной стены начала быстро сжиматься, а синий свет, исходящий от нее, тоже начал беспорядочно мерцать. Огненный гигант продолжал давить, и его другой кулак, словно пылающий астероид, обрушился вниз.
Проекция реки внутри синей водяной стены тут же сжалась в крошечный ручей, который практически полностью высох, и, под действием третьего удара огненного гиганта, водяная стена взорвалась огромным пространством синего света, прежде чем полностью рассеяться. Перед лицом четвертого удара огненного гиганта Хань Ли остался совершенно невозмутим, и, когда на его груди одновременно зажглись 36 глубоких апертур, он, в ответ, нанес удар своим кулаком. К большому удивлению Ган Шутиня, как только два кулака столкнулись, кулак огненного гиганта тут же взорвался бесчисленными вспышками багрового пламени, вместе со всей рукой, и большая часть пламени была поглощена слоем серебряного пламени на кулаке Хань Ли. Благодаря грозной силе закона огня внутри огненного духовного домена, огненный гигант смог мгновенно отрастить новую руку, но он не стал сразу же атаковать. Это пламя сущности. Подумать только, у такого жалкого золотого бессмертного так много козырей в рукаве. Неудивительно, что Ган Шу Цю погиб от твоих рук. Я все время искал духовное пламя неба и земли, чтобы оно послужило посредником для интеграции всех моих духовных огней, это пламя сущности идеально подойдет. Усмехнулся Ган Шутян, стоя на голове огненного гиганта. Хань Ли не обратил внимания на Ган Шутиня, сделав ручную печать, и его 9 зеленых бамбуковых мечей облачного роя, со сверкающими над ними дугами золотых молний, выстрелили в воздух, прежде чем с удивительной скоростью со всех сторон устремиться к Ган Шутяню. 9 лазурных летающих мечей были расположены в формации, напоминавшей лазурный цветок лотоса из мечей, и по воздуху проносились бесчисленные вспышки грозной меча, которые грозили разрубить Ган Шутиня на куски. Ган Шутян, увидев это, слегка прищурился и, призвав в руку гигантский огненный меч, яростно им взмахнул. Вырвалось огромное пространство обжигающего пламени, которое превратилось в огненного змея, который, покружившись в воздухе, начал извергать изо рта бесчисленные полосы огненной меча. Вокруг Ган Шутиня беспрестанно сталкивались лазурная и багровая меча, создавая вспышки света, которые были практически невыносимы для глаз. Большая часть огненной меча была уничтожена, но 9 зеленых бамбуковых мечей облачного роя тоже были отброшены. Пока огненный змей носился по местности, снова появились бесчисленные полосы огненной меча, и в то же время Ган Шутян открыл рот, чтобы выпустить шар белого света, внутри которого находилась маленькая линейка длиной всего около 3 сантиметров. Ган Шутян, читая заклинание, указал пальцем на линейку, и она быстро увеличилась в длину до нескольких десятков метров, и на ее поверхности появилось бесчисленное множество пятицветных рун. Все пятицветные руны на линейке загорелись в унисон, и над ними появился слой пятицветного духовного пламени. В то же время внутри огненного духовного домена Ган Шутиня, без какого-либо предупреждения, появилась серия таких же пятицветных духовных линеек, и все они начали вращаться, что создавало завораживающее зрелище. Сразу же после этого из духовных линеек вырвались шары пятицветного пламени, которые обрушились на Хань Ли. Изначально этих пятицветных огненных шаров было всего несколько десятков, но в мгновение ока их количество увеличилось до десятков тысяч, и Хань Ли был атакован со всех сторон. Увидев это, он тут же поднял руку, и серебряное пламя вокруг него взметнулось вверх, образовав огненно-серебряный барьер, который окутал его со всех сторон, но, к его удивлению, пламя сущности не смог поглотить это пятицветное пламя. Вместо этого он смог лишь сдержать его. Как раз в тот момент, когда Ган Шутян собирался что-то сделать, Хань Ли снова поднял руку, чтобы призвать золотой флаг, который начал вращаться в воздухе над его головой. Затем, по его велению, флаг увеличился в размерах в 10 раз, из него вырвалось бесчисленное множество пятнышек золотого звездного света, образовав звездный вихрь, который начал быстро расширяться. Хань Ли и пламя сущности были поглощены потоком золотого звездного света, и они оба в мгновение ока исчезли. Пятицветное пламя сошлось к золотому звездному свету, но просто прошло сквозь него, как будто тот не имел вещественной формы. Золотой звездный свет быстро распространился по окружающему пространству, мгновенно заполнив всю ближайшую область радиусом в несколько сотен метров, и он продолжал расширяться. Увидев это, в глазах Ган Шутиня появился настороженный блеск, и он тут же отлетел назад. Огненный гигант сделал то же самое, и, отступая, его тело быстро уменьшилось до размеров среднего человека, и он остался рядом с Ган Шутянем. Несмотря на все свое презрение, которое он испытывал по отношению к Хань Ли, будучи на стадии Золотого Бессмертного, он ничуть не недооценивал Хань Ли. После того, как Хань Ли исчез в звездном вихре, казалось, будто он по-настоящему исчез. Ган Шутян не мог почувствовать его присутствие, но его духовный домен времени все еще оставался. Из-за влияния огненного духовного домена Ган Шутиня его замедляющее время действия значительно ослабло, но он все равно не осмеливался терять бдительность. Глава 690. Непростая битва. Как раз в тот момент, когда Ган Шутян раздумывал, как поступить рядом с ним, во вспышке пространственных колебаний, внезапно появилось бесчисленное множество золотых рун. Эти золотые руны окутали все тело Ган Шутиня, и его скорость еще больше снизилась.
В то же время река золотого звездного света значительно посветлела, словно вошла в резонанс с духовным доменом времени, и скорость ее расширения резко возросла в несколько раз, в мгновение ока поглотив Ган Шутяня. Ган Шутян тут же почувствовал, как будто провалился в яму с зыбучим песком, и со всех сторон к нему начало сжиматься грозное давление, затягивая его все глубже в звездный свет. Он немедленно пришел в движение, высвободив из своего гигантского огненного меча бесчисленные полосы багровой меча, чтобы уничтожить окружающий золотой звездный свет. В то же время он взмахнул другим рукавом, и пятицветная духовная линейка выстрелила вперед, резко увеличившись в размерах, прежде чем оказаться в руке его огненного духа домена. Пятицветное пламя, исходящее от духовной линейки, внезапно слилось воедино, образовав чистое белое пламя, и дух домена поднял руку, после чего из духовной линейки в окружающий золотой звездный свет выстрелили шары белого пламени. Весь ближайший звездный свет, соприкоснувшись с этим белым пламенем, мгновенно был испепелен, и, объединив усилия, они вдвоем смогли быстро очистить большую область. Ган Шутян тут же взмахнул своим огненным мечом, выпустив полосы меча, которые окутали его самого и огненного духа домена, образовав ромбовидную полосу света меча, которая умчалась прочь от реки звездного света. Ромбовидная полоса света меча была не только невероятно быстрой, но и непостижимо острой, и она с легкостью пробивалась сквозь реку звездного света. Однако, как раз в тот момент, когда она собиралась полностью вырваться из реки звездного света, изнутри выстрелило множество нитей золотого света. Это были нити закона времени Хань Ли, и их было от 20 до 30. Эти нити закона времени переплелись друг с другом, образовав большую золотую сеть, которая встала на пути ромбовидной полосы света меча, и золотая сеть сильно сжалась, но она осталась цела и смогла остановить полосу света меча. В то же время за ромбовидной полосой света меча, без какого-либо предупреждения, появился Хань Ли, и 36 глубоких апертур на его груди и животе снова зажглись, когда он ударил кулаком по полосе света меча. Ромбовидная полоса света меча мгновенно, среди оглушительного грохота, разрушилась, и Ган Шутян с огненным духом домена, с ошеломленными выражениями лиц, были отброшены назад. Хань Ли тут же полетел за Ган Шутянем, и, когда на его теле появился слой золотого меха, он быстро увеличился в размерах, превратившись в гигантскую золотую обезьяну, прежде чем с чудовищной силой опустить оба кулака. Из его рук вырвались две гигантские проекции золотых кулаков, которые устремились к Ган Шутяню, который поднял руку, чтобы создать перед собой цепочку огненных щитов размером около 30 сантиметров каждый. Две проекции золотых кулаков пробили щиты на своем пути, но этим щитам, казалось, не было конца, и они смогли сдержать проекции кулаков. Однако, прежде чем Ган Шутян успел перевести дух, из межбровья Хань Ли выстрелило несколько полупрозрачных цепей, которые в мгновение ока оказались за головой Ган Шутяня, прежде чем попытаться проникнуть в нее. Одновременно за спиной Ган Шутяня вспыхнул лазурный свет, и снова появились 9 зеленых бамбуковых мечей облачного роя, которые затем образовали еще один лазурный меч в форме цветка лотоса, который, быстро вращаясь, обрушил на Ган Шутяня бесчисленные полосы грозной лазурной меча. Золотая сеть тоже пролетела по воздуху, но, вместо того, чтобы лететь к Ган Шутяню, она появилась перед огненным духом домена, отделив его от Ган Шутяня. В этот момент Хань Ли выкладывался на полную, пытаясь убить Ган Шутяня. Что касается того, обнаружит ли Сулю клетку духовного чувства, которую он высвободил, то об этом он подумает потом. Ган Шутян чувствовал решимость и жажду убийства Хань Ли, но он лишь усмехнулся, открыв рот, чтобы выпустить в гигантский меч в руке шар кровяной эссенции. «Так просто ты меня не убьешь». Меч тут же стал багрового цвета и начал излучать чрезвычайно величественную ауру. Когда он взмахнул мечом, вокруг Ган Шутяня появились тысячи полос багровой меча, которые уничтожили две проекции золотых кулаков, а также сдержали лазурный меч в форме цветка лотоса. Что касается цепей духовного чувства, то, как только они коснулись головы Ган Шутяня, из его головы внезапно вырвался шар белого света, образовав белый световой барьер, который остановил цепи. Хань Ли, увидев это, слегка изменился в лице, и, прежде чем он успел что-либо сделать, Ган Шутян, взмахнув мечом, проревел: «Теперь моя очередь». Хань Ли была выпущена невероятно длинная багровая проекция меча в форме полумесяца, которая была настолько быстрой, что в мгновение ока достигла его, словно телепортировалась. Из проекции меча вырвалась вспышка леденящего душу меча намерения, из-за чего Хань Ли почувствовал, будто вся кровь в его жилах вот-вот замерзнет. Все его тело тут же застыло, и, несмотря на то, что он смог мгновенно восстановиться, было уже поздно уклоняться, поэтому он мог лишь поднять руку, чтобы защититься от проекции меча. Проекция меча ударила по кулаку Хань Ли, а затем быстро начала подниматься по его руке, и как раз в этот момент Хань Ли издал громкий рев, после чего за его спиной появилась серия проекций истинных духов, которые тут же слились с его телом. Его огромное обезьянье тело мгновенно значительно увеличилось в размерах, прежде чем превратиться в фиолетово-золотого дьявольского божества с 3 головами и 6 руками. На его теле также появилось бесчисленное множество серебряных духовных узоров, а также слой фиолетово-золотой чешуи.
Проекция меча в форме полумесяца все еще продвигалась вперед, но ее скорость уже значительно снизилась. Две головы на плечах дьявольского божества одновременно раскрыли пасти, и каждая из них выпустила вспышку фиолетово-золотого света, которая ударила по проекции меча в форме полумесяца, уничтожив ее. Увидев это, в глазах Ганшу Теня промелькнул проблеск удивления, и он тут же начал отступать. На лице дьявольского божества появилось холодное выражение, когда он поднял все свои руки, кроме раненой, а затем взмахнул кулаками, выпустив 5 шаров золотого света, которые в мгновение ока появились рядом с Ганшу Тянем, прежде чем слиться в один, образовав сияющий золотой вихрь. Из золотого вихря вырвалась вспышка грозной силы всасывания, которая окутала все тело Ганшу Теня, мгновенно обездвижив его. Ганшу Тян тут же издал громовой рев, когда пламя по всему его телу взметнулось вверх, а его огненный духовный домен в мгновение ока сжался до всего лишь нескольких сотен метров в размере. Однако, пламя внутри его огненного духовного домена стало в результате этого гораздо мощнее, став золотым и начав излучать невероятно обжигающую ауру. Золотой вихрь вокруг него был мгновенно уничтожен этим золотым пламенем, не в силах противостоять его непостижимому жару. Однако, как раз в этот момент фиолетово-золотое дьявольское божество во вспышке появился за его спиной, после чего за спиной дьявольского божества возникла огромная золотая ось. Из оси вырвалось огромное пространство золотых пульсаций, которые мгновенно распространились по всему окружающему пространству в радиусе более 300 метров, окутав в себе и Ганшу Теня, и его огненный духовный домен. Ганшу Тян тут же замер на месте, как и золотое пламя в его огненном духовном домене, как будто оба они были заморожены. Священная ось мантры была способна обездвижить все в радиусе своего действия, но огненный духовный домен Ганшу Теня был настолько сильным, что золотые пульсации сильно дрожали, постепенно рассеиваясь, как будто они тоже не могли выдержать этот жар. Хань Ли, не колеблясь, тут же пришел в движение, и его 9 зеленых бамбуковых мечей облачного роя снова выстрелили вперед, прежде чем пронзить тело Ганшу Теня. В мгновение тело Ганшу Теня было рассечено на десятки частей, а его зарождающаяся душа тоже была уничтожена. Все это произошло в одно мгновение, и к концу этой последовательности событий лицо Хань Ли было мертвенно-бледным, но он все же собрался силами, чтобы отвести свою священную ось мантры. С исчезновением священной оси мантры, огненный духовный домен Ганшу Теня тут же рассеялся, а огненный дух домена вдалеке тоже взорвался, прежде чем исчезнуть. В то же время огненная клетка, в которую были пойманы другие 9 зеленых бамбуковых мечей облачного роя Хань Ли, тоже вернулась к своему облику 10 огненных флагов, а зеленые бамбуковые мечи облачного роя внутри упали на землю. Хань Ли не обратил на это внимания, вернувшись к своему человеческому облику, чтобы сосредоточиться на том, что происходит снаружи. В данный момент священная ось мантры была его самым главным козырем, и, учитывая сложную ситуацию в руинах секты истинной мантры, он определенно не хотел, чтобы его козырь увидели все. Море золотых звезд было способно блокировать духовное восприятие духовных доменов, и именно поэтому он так старался заманить сюда Ганшу Теня. Все снаружи все еще были заняты своими битвами, и, похоже, никто из них не почувствовал ауру его священной оси мантры. Это очень успокоило Хань Ли, и он, убрав свои зеленые бамбуковые мечи облачного роя, взмахнул рукавом, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая подхватила бессмертное сокровище Ганшу Теня, а затем окутала и его тело, прежде чем вернуться к Хань Ли. Вспышка лазурного света вернулась с 10 огненными флагами, гигантским багровым мечом, красным браслетом для хранения и белым талисманом. В этот момент все внимание Хань Ли было сосредоточено на белом талисмане. Он нашел его на голове у Ганшу Теня, и на нем было выгравировано несколько извивающихся духовных узоров, которые излучали своеобразную ауру колебаний, похожую на духовную силу, но в то же время немного отличающуюся. Он кратко осмотрел все предметы, прежде чем убрать их, поскольку сейчас было не время внимательно их изучать. Затем Хань Ли перевернул руку, чтобы достать зеленый талисман, который он приложил к своей руке, и из талисмана в руку просочился сияющий зеленый свет, который быстро залечил рану, пока от нее не осталась лишь незаметная красная отметина. Увидев это, на его лице появилось довольное выражение, и он отвел море золотых звезд, явив себя. Куски тела Ганшу Теня тут же упали на землю, и Сулю с Чиронгом, увидев это, были очень встревожены, в то время как Листри и остальные были в восторге. Друзья, эти главы, когда ради выживания приходится раскрыть самый страшный секрет прямо на глазах у смертельных врагов, и пути назад уже нет. В лазурном зале кипит бой за 3 артефакта: золотую пластину законов времени, серебряную лютню и дваджу, хранилище мантры великой пятиэлементной иллюзии. Пылающее пламя предлагает небесному двору перемирие перед лицом серых бессмертных, но те ослеплены жаждой наживы. Высокомерие перевешивает инстинкт самосохранения. Даос бьет в багровый колокол, время вокруг замедляется, и на замерших героев летит огненный меч Ганшу Теня.
Хань Ли вынужден раскрыть козырь, духовный домен времени. Это не щит, а системный перехват реальности. Золотой домен обнуляет эффект колокола. Но в тот же миг Гон Шутянь узнает его, убийцу своего родственника. Маски сорваны. Из зала живым выйдет кто-то один. Хань Ли уходит в звездный вихрь и принимает дьявольскую форму с 3 головами и 6 руками, не ради ярости, а как сверхпрочный контейнер для священной оси мантры, чья отдача разорвала бы обычное тело. Ось замораживает огненный домен во времени, буквально ставит его на паузу. Гон Шутянь парализован и разрублен в мгновение ока. Останки врага с грохотом падают перед всеми. Выжившие деморализованы. Хань Ли из фигуры на заднем плане стал самым опасным существом в зале. Но здесь и кроется главная ловушка. Союзники спасены сегодня, однако тот, кто видел, как ты отменяешь физику и кромсаешь элиту за секунды, завтра может стать твоей главной угрозой. Готовлю продолжение.